Когда в 1985 году на экраны впервые вышел фильм «Назад в будущее», Майкл Джей Фокс проснулся знаменитым. По нему сходили с ума миллионы девушек во всем мире, а многие парни мечтали о его кроссовках, скейте и, конечно же, о такой же машине, которая могла бы путешествовать сквозь время. Многие даже и не подозревали, что экранному старшекласснику, попавшему в будущее, на самом деле уже 24 года. Небольшой рост и не слишком примечательная внешность не помешали актеру стать настоящей звездой экрана. Успешно сыгранная роль принесла ему не только любовь поклонниц, но и неплохое финансовое состояние. И Майкл ушел в загул. Он крутил так, что его гулянки знали не только в Голливуде, но и далеко за его пределами. Актера даже не останавливало то, что его дома ждала жена с маленьким сыном. И вдруг все закончилось в один миг. Майкл узнал о своем страшном диагнозе, который прозвучал как приговор – болезнь Паркинсона. Но об этом всем по порядку. Привет, друзья! Сегодня мы вновь отвлечемся от боевых искусств и попытаемся на мгновение вернуться назад в прошлое, а именно в 1985 год, когда фильм «История о подростке» режиссера Роберта Земекиса перевернула наше сознание и заставила об этом задуматься всерьез. Кто не в теме, о чем я, вкратце попытаюсь рассказать. «Назад в будущее» — это история о подростке, который случайно попал из 1985 года в 1955 год на машине времени, созданной его лучшим другом-ученым доктором Эмметом Брауном. Он встречается там со своими родителями, которые учатся в средней школе, и случайно пробуждает в себе романтический интерес со стороны своей матери. Марти должен срочно исправить вызванные им нарушения в ходе истории, заставив своих родителей полюбить друг друга вновь, а также найти способ вернуться обратно в 1985 год. Фильм стал самым успешным фильмом года, собрав более $400 миллионов США по всему миру, а также получил многочисленные положительные отзывы критиков. Фильм завоевал премию Хьюго за лучшую постановку и Сатурн за лучший фантастический фильм, а также самые престижные кинонаграды США и Великобритании, такие как Оскар, Золотой глобус и премию Бафта. А спустя годы, в 2006 году, Библиотека Конгресса США выбрала этот фильм для сохранения в Национальном реестре фильмов. А в июне 2008 года Американский институт киноискусств признал фильм лучшим в жанре научной фантастики. Данный фильм положил начало трилогии «Назад в будущее», включая также фильмы «Назад в будущее 2» в 1989 году и «Назад в будущее 3» в 1990 году, а также серии мультфильмов, комиксов и компьютерных игр. Да, фильм реально круто смотрелся в те времена. Итак, поехали! Канадский и американский артист, ставший мировой знаменитостью после съемок в культовой медиафраншизе «Назад в будущее», настоящее имя которого Майкл Эндрю, появился на свет 9 июня 1961 года в Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта. Приставку «Джей» к своему имени он взял как дань уважения легендарному актеру Майклу Джей Полларду. Его отец Уильям был военным, а мама Филлис – актрисой. У пары, кроме Майкла, было еще 4 ребенка, 3 дочери Карен, Джеки, Келли и сын Стивен. Постоянные переезды семьи, связанные со службой отца, закончились, когда он в 1971 году в звании сержанта вышел в отставку, и они поселились в Бернаби, Британская Колумбия, пригород Ванкувера. Там Майкл успешно окончил среднюю центральную школу. Спустя годы, в честь его, сегодня один из школьных театров городка носит его имя. Как и большинство подростков в Канаде, Фокс любил хоккей и мечтал о карьере в Национальной хоккейной лиге. Но из-за слишком низкого роста у него не было перспектив в этом виде спорта. Осознав это, юноша расширил свои интересы. Вначале он играл на гитаре в рок-н-ролльной группе, но в конечном итоге понял, что настоящим его призванием является актерская профессия. Дебют Майкла в кино состоялся в 15-летнем возрасте в ситкоме «Лео и я». В течение следующих 3 лет он периодически играл на сцене местного театра и снимался в телефильмах, получив признание как новая яркая звезда канадского телевидения. Когда Майклу едва исполнилось 18 лет, он решил отправиться в Голливуд. Строгий отец позволил ему это сделать, оставив учебу в школе, и лично отвез сына в Бернаби в Лос-Анджелес. Долгое время он получал только эпизодические роли, испытывал материальные трудности и подумывал о возвращении домой.
Ситуация резко изменилась, когда в 1980 году Майклу дали роль в полнометражной ленте «Полночное безумие». Финансовый вопрос потерял актуальность с участием будущей звезды в сериале «Семейные узы». Уже после 4-го эпизода его стараниями первоначально второстепенный персонаж оказался в центре внимания. Шоу имело огромный успех, а Fox приобрел миллионы поклонников и 3 премии Эмми, которые считают телевизионным эквивалентом Оскара в 86-м, 87-м и 88-м годах. В 1989-м он также выиграл не менее престижный приз прессы «Золотой глобус». Позже в реалити-шоу «Greatest» на музыкальном телевидении VH1 артиста назвали среди 50 величайших кумиров подростков. В кинозвезду глобального масштаба превратила Fox роль в шедевре Роберта Земекиса «Назад в будущее». Целых 5 недель режиссер снимал в нем актера Эрика Штольца, но потом решил заменить его на Майкла, который более подходил на роль Марти. Знаменитый Стивен Спилберг, исполнительный продюсер проекта, эту замену одобрил. Съемки первой части картины проходили одновременно с работой Майкла в сериале «Семейные узы». Актер уставал, спал по 4 часа в сутки и опасался, что из-за этого его исполнение в картине окажется слабым. Однако художественный и комический успех фэнтезийного блокбастера был оглушительным. Он стал самым успешным фильмом года, завоевавшим впоследствии множество престижных наград и признанным Институтом киноискусства наилучшим кинопроизведением в жанре научной фантастики. В 1989 и следующем году вышли 2 не менее успешных его продолжения. Сразу после трилогии Фокс снялся в качестве главного персонажа в таких фильмах, как «Волчонок» в 85-м, «Дневной свет» в 87-м, «Секрет моего успеха» в 87-м, «Яркие огни большого города» в 88-м и «Военные потери» в 89-м. Наиболее удачным считает его воплощение образа пластического хирурга в картине «Доктор Голливуд», вышедшей на экраны в 1991 году. На этих съемках 30-летний актер узнал впервые о своем страшном заболевании. Это известие стало для него ударом, но Фокс не прекратил сниматься. В его творческой копилке появились фильмы такие как «Напролом», «Жизнь с Майки», «Консьерж», «Марс атакует» и «Жадность». Последней крупной работой в кино стал фильм «Страшилы» в 1996 году. Многие последующие проекты актера сопровождались успехом, но повторить триумф знаменитой трилогии «Назад в будущее» ему все же так не удалось. Фокс также неоднократно занимался озвучиванием в фильмах «Стюарт Литтл» и «Стюарт Литтл 2», снятых по мотивам популярных книг Уайта, а также Фокс озвучивал пса по имени Шанс в 2 фильмах «Дорога домой», «Невероятное путешествие» и «Дорога домой 2», затерянные в Сан-Франциско, а также озвучил молодого ученого Майла Тэтча в мультфильме «Атлантида. Затерянный мир». В 2000 году актер уменьшил количество съемок из-за прогрессирующего недуга. Шоу «Спин Сити» выходило в эфир с 1996 по 2002 год на канале ABC. Сериал рассказывал о выдуманных членах правительства города Нью-Йорка, а Фокс играл роль Майкла Флаерти, заместителя мэра. За роль в сериале актер выиграл премию Эмми в 2000 году, а также 3 золотых глобуса в 98, 99 и 2000. 2 премии гильдии актера в 99 и в 2000 годах. Во время работы над 3-м сезоном Фокс объявил коллегам по сериалу, что он болен болезнью Паркинсона. Первые симптомы болезни Паркинсона появились у Майкла в 1990 году во время съемок фильма «Доктор Голливуд», хотя диагноз ему поставили лишь в следующем году. После этого Фокс начал много пить, однако вовремя получил поддержку и вскоре поборол пристрастие к алкоголю. В январе 2000 года, работая над 4-м сезоном, актер принял решение об уходе из сериала, а свободное время он собирался посвятить семье. Однако в планах актера было продолжение работы в кино, а также гостевые появления в различных шоу. Фокс также трижды появлялся в финальном сезоне «Спин Сити». После его ухода его заменили Чарли Шином. Всего было снято 145 эпизодов с его участием. Также во время съемок первых 4 сезонов Фокс выполнял функции исполнительного продюсера вместе с Биллом Лоуренсом и Гэри Дэвидом Голдбергом. Чтобы поддержать самые перспективные исследования в области заболевания Паркинсона, Майкл создал в 2000 году фонд имени Майкла Джей Фокса. За 16 лет фонд превратился в крупнейший частный фонд США, финансирующий поиск лекарств по всему миру от этого недуга, собрав при этом на исследования более 170 миллионов долларов. Найти лекарство? Не думаю, что это произойдет на моем веку. Моя цель не найти лекарство для себя. Все идет, как оно должно идти. И однажды кто-то обязательно решит эту проблему, говорит Майкл Джей Фокс.
В 2004 году Фокс снялся в гостевой роли доктора Кевина Кейси в сериале «Клиника», где его персонаж страдал от обсессивного-компульсивного расстройства. А в 2006 году Фокс снялся в сериале «Юристы Бостона» в роли пациента, страдавшего от рака легких. В третьем сезоне продюсеры вели его персонажа на постоянной основе, начиная с премьеры. За эту роль Фокс был номинирован на премию Эмми в категории «Лучшее гостевое появление». В 2009 году актер появился в 5 эпизодах комедийной драмы «Спаси меня», что принесло Майклу премию Эмми в номинации «Лучшее гостевое появление в драматическом сериале». Женился Майкл в 27 лет на Трейси Джо Полан, с которой вместе снимались в ситкоме «Семейные узы». В картине они играли пару, что и сблизило актеров. Через год после окончания съемок в сериале в 88-м влюбленные поженились. У пары есть сын Сэм Майкл, который родился 30 мая 89 года. Девочки-близняшки Скарлетт Фрэнсис и Аквина Кэтлин, которые появились на свет в феврале 95 года, а также младшая дочь, которая появилась в 2001 году, Эсме Аннабель. Уже более 15 лет они всей своей большой семьей живут в Нью-Йорке на Манхэттене. 15 последних лет актер появлялся на телевизионных экранах в нескольких эпизодических ролях, озвучивал персонажей, активно содействовал учрежденному благотворительному фонду, призванному исследовать болезнь Паркинсона и искать лекарственные средства его лечения. Бюджет организации превысил $170 миллионов. За вклад в изучение недуга актера удостоили Ордена Канады, а также звания почетного доктора Каролинского мединститута Швеции. В 2010 году актер вернулся вновь на телевидение, сыграв в драме «Хорошая жена» адвоката-подлеца Луиса Кеннинга. Начиная с 2002 по 2010 года, Фокс выпустил 3 автобиографические книги. Первая книга «Счастливый человек. Мемуары», вышедшая в 2002 году, в которой он рассказывает, как болезнь изменила его жизнь и как он научился с ней справляться. Искренняя автобиографическая проза Фокса привлекла большое внимание и сделала эту книгу хитом продаж в США. Его вторая книга «Смотреть вверх. Приключения неизлечимого оптимиста», вышедшая в 2009 году, также стала бестселлером. По ней была сделана передача, которая вышла на телеканале ABC. А в 2010 году вышла его третья книга, которая называлась «Интересные вещи произошли на пути в будущее. Изгибы, повороты и уроки судьбы». Его поклонникам остается только восхищаться стойкостью его духа и мудрым отношением к жизни. Слава невысокого, но обладающим незаурядным талантом и огромным обаянием актера давно вышла за рамки актерской популярности. Его активная общественная деятельность и мужество, с которым он справляется со своим недугом, превратили героя популярных фильмов в героя миллионов. В 2013 году Фокс стал главным персонажем комедийного сериала «Шоу Майкла Джей Фокса», сюжет которого опять же вращается вокруг болезни Паркинсона. «И я просто не говорю себе, что не могу этого сделать», — объясняет актер. «И я это делаю. Работу над сериалом легче регулировать, чем повседневную жизнь. Ты знаешь, что и как надо делать. И ты можешь организовать отдых и прием лекарств в соответствии с этим. И я был просто шокирован тем, насколько это оказалось легче, чем я думал». Фокс в этом сериале играет популярного ведущего новостей, который страдает от болезни Паркинсона и пытается вернуться в эфир. «Мне говорили, ты уверен, что сможешь с этим справиться?» – вспоминает Фокс. «Ты уверен, что готов за это взяться?» А я отвечал: «Нет, я не уверен, что готов, но я хочу это сделать, и у меня есть такая возможность». Кроме того, у всего этого есть и другая сторона. В некотором смысле этот сериал может кому-то помочь. У нас у всех есть проблемы, но это как в старой притче. Люди встают в круг, каждый берет свою самую тяжелую проблему и кладет ее в середину, а затем каждый может выбрать то, что он получит обратно. В конце концов, каждый выберет то, что он туда положил. И в этом вся суть. Ты всегда предпочтешь свои проблемы чужим. В 2011 году актер принял участие в озвучивании повзрослевшего Мартина Макфлая, а также его предка Уильяма Макфлая. В финальном 5-м эпизоде игрового сериала «Назад в будущее» игра под названием Out of Time. Во время работы над проектом он встретился со своим коллегой и другом Кристофером Ллойдом, про которого я вам расскажу в своих выпусках чуть позже. А 21 октября 2015 года, в честь дня своего прибытия в будущее по сюжету фильма «Назад в будущее 2», Фокс вместе с Кристофером Ллойдом появились в телешоу Джимми Киммеля в прямом эфире, в своих образах из фильма и были удостоены стоящей овации зрителей. 26 февраля 2017 года Фокс участвовал в 89-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Фокс остается звездой первой величины, на которой держится вся интрига, считает своей задачей всячески подыгрывать другим актерам, с целью раскрыть лучшие стороны их дарования. Актеру присуще несекаемое жизнелюбие, он продолжает сниматься в кино и сериалах, правда в эпизодических ролях, а также в развлекательных ТВ-шоу. Он сумел взглянуть на проблемы, в том числе связанные с болезнью, через призму оптимизма и юмора. Как говорит Майкл, он не волнуется за свое будущее и даже не думает о нем.
Все эти изречения, которые я повторяю, это заработанная тяжким трудом мудрость, говорит он. И одна из них гласит, что если ты представишь себе худший вариант развития событий, а потом все-таки случится, ты переживешь это дважды. Дерьмо все равно случится, ожидаешь ты этого или нет. Ты просто не знаешь, насколько быстро оно к тебе прилетит, насколько тяжелым оно будет, так что нет никакого смысла пытаться это предвидеть. Мое счастье прямо пропорционально тому, в какой мере я готов принять свое состояние, и обратно пропорционально моим надеждам. На самом деле, мне просто как следует дали под зад ботинком, и я запомнил эти ощущения. Майкл отмечает, что все еще способен устраивать публике хорошее представление, и спрашивает, тогда что же я потерял? И на этой ноте, ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, а также поделитесь этим видео с друзьями, кому оно будет также интересно. А если вы хотите, чтобы я снял выпуск о Кристофере Ллойде, ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии внизу. Увидимся, друзья, в следующих выпусках. Берегите себя. До встречи. Here's where the road begins.